Здорово, друзья! И в этом видео мы с вами поговорим за крипторынок, насколько сильно его могут раскачать, сколько иксов дадут альткоины. Короче, обсудим разные метрики, новости, которые по крипте вышли недавно. Эфириум уже 3600. Сегодня будет видос максимально интересный, поэтому заранее влепите ему лайк. Подписывайтесь, если не подписаны, а мы полетели! Начнем мы, наверное, с эфириума. Он уже у нас пробил 3600. Опять же, как я говорил в прошлом видео, которое вот выпускал буквально день назад, что нам не дадут откатов. То есть мы растем буквально без откатов. Сейчас мы подошли к сопротивлению, очень сильному сопротивлению, которое у нас идет с 2021 года. Мы постоянно сюда приходили, был ложный пробой, ушли ниже. И сейчас опять подошли к этому сопротивлению. Чем больше касания наши, раз, два, три, четыре, пять, тем выше шанс пробоя. То есть какую-то минимальную коррекцию можем здесь получить, либо проторговаться здесь. Но то, что мы пробьем, очень большая вероятность. Потому что, опять же, по закону рынка, чем больше касаний, тем выше шанс пробоя. Поэтому по эфириуму, опять же, цели мои не меняются. Это 7-8, это минимальная цель, потом 10, и все, что там выше 13, там, это уже сверхприбыль будет. Вот, поэтому у меня такие цели, они как бы не менялись. Что здесь я думал, да, я думал, что мы с текущих выйдем, но, к сожалению, рынок нас немножко опрокинул. Но сейчас подходим второй раз, как бы, не второй раз, уже пятый раз. То есть раз, два, три, четыре, пять. И, возможно, с пятого раза мы пробьем и все-таки улетим на 7-8 тысяч. Эфириум поносили, и активы, которые поносят, зачастую дают самое большее количество иксов. Хочу кое-какую интересную закономерность показать на рынке, как можно смотреть, выстрелит альткоин или нет. Это закругление на графике. Когда вы видите, что график, допустим, была какая-то жесткая коррекция, и график начинает постепенно закругляться. То есть слои начинают повышаться. Хаи могут еще опускаться, но лои уже не обновляются. То есть лоу был поставлен, здесь мы уже больше не обновляли лоу. Идет такое закругление. То есть давайте я его нарисую, чтобы было более понятно. Идет такое закругление. И после этого закругления происходит какой-то памп. Он может начаться отсюда, отсюда. Вы не знаете. Вы лишь можете купить в зоне накопления, так называемой. И после этой зоны накопления идет какой-то памп. Либо такой локальный, либо у нас еще раз, опять же, идет закругление. У нас слои повышаются, хаи тоже начали повышаться, и потом идет резкий взрыв. Прямо сейчас то же самое на графике. У нас образовалось такое закругление, и вот Uniswap уже потихоньку из него выходит. Либо у нас будет локальный памп, либо глобальный, что с обновлением прошлого максимума, может даже и глобальных максимумов, которые у нас были здесь вот, которые были. Поэтому такие закругления, смотрите на графике, они часто говорят о том, что, вероятнее всего, альткоин уже накопился, у нас также еще рост объемов идет, то есть тут большие покупки, за счет этого цена начинает постепенно разворачиваться, постепенно расти, и потом происходят выстрелы. Опять же, это лишь начало, это лишь маленькая писюлечка того, что нас может ждать впереди. Такие формации вот по DODX, то же самое идет закругление, то есть у нас хаи, лои повышаются, и постепенно мы поджимаемся к этой зоне. И отсюда, наверное, отсюда, откуда вот мы, когда пробьем ФВГ, перекроем, где-то вот отсюда может начаться ускорение. То же самое было здесь, то есть постепенное закругление, оно может быть и дольше, оно может несколько месяцев идти, несколько лет даже может идти, и потом идет прострел. Если посмотреть глобально на график, то мы до сих пор еще не сформировали это вот закругление. Точнее, мы его только начинаем формировать. То есть low, low, low поставлен. Если мы этот low не обновляем, а дальше, допустим, выходим сюда, коррекция, выходим сюда, коррекция, то дальше нас ждет, ребята. Добрый вечер, пристегивайтесь и взлетаем. Вот у меня цели по Ape здесь. По DYDX такая же ситуация. То есть можно посмотреть, что у нас закругление только начинает формироваться. То есть вот он только начинает формироваться. Вот эти у нас были лои. Потом у нас они обновляются, еще раз обновляются слои. И если мы этот лоу не обновляем, то есть мы выходим сюда, закрепились, то все, у нас начинается закругление, то вероятнее всего потом у нас будет ускорение. На это надо несколько месяцев, ребята, это график дневной. На это надо несколько месяцев, чтобы альты вот улетели сюда. То есть альт-сезона завтра не будет, и послезавтра не будет, и через месяц его не будет. Нет, на это нужно время, очень много времени. Давайте альткоин Aptos посмотрим. То же самое. У нас формируется закругление прямо сейчас. Вот у нас был лоу, мы его обновили. И если мы этот лоу не обновляем, то у нас формируется закругление. То есть на какой-то коррекции, там, допустим, выйдем сюда, снимем ликвидность этих хаев, делаем какую-то коррекцию. От этой коррекции, если мы не провалимся ниже там 5 баксов, да, ниже тем более вот этого уровня, то все, вероятнее всего, это разворот, и альткоин продолжит дальше свой рост. Опять же, у нас здесь вот идет рост по объемам, то есть у нас идут покупки на токен. И даже всеми нелюбимый Starknet, он тоже начинает формировать закругление, ребят. По многим альткоинам сейчас картина точно так же выглядит. Оптимизм. То есть это только начинается закругление формировать. На мемкоинах, кстати, закругление уже на многих сформировалось. Вот, допустим, VIV. Мы видим, что у нас лоу не обновился. И все, вероятнее всего, мы уже сюда не придем в ближайшее время, а пойдем расти дальше. Опять же, вероятность обновления лоя, конечно же, есть. Но она сейчас крайне мала. И по многим монетам, вот Муденг, то же самое. Вот здесь вот вообще закругление прям суперское. Видите, идет закругление, постепенный рост, и потом идет прострел. И так вот будет с многими альтами. Посмотрите, вот, допустим, даже если не самого лоу брать, с текущих, токен дал 800% роста. 800. И это даже не хаи. И такие вот закругления, вот реально, давайте вот любой, абсолютно наобум. Так, Сандога мы уже смотрели. Пепешку, Пепе.
То же самое, формируется закругление, и дальше у нас, скорее всего, будет рост с обновлением исторического хая. Ну, чисто мое мнение, опять же. То же самое, здесь у нас было закругление, у нас хаи, лои повышаются, и потом идет прострел. Тоже, если вы брали, допустим, не на самом лоу, брали где-то вот здесь вот, сидели еще в просадке, то токен вам дал бы 187% рост. И такие вот консервативные иксы, опять же, это может быть либо локальный прострел, либо уже глобальный с ну, достаточно такие весомым ростом. Опять же, по многим альтам такая ситуация, не буду уже повторяться. Эфириум BTC график, за которым мы очень активно следим. Прямо сейчас мы пробили очень важный уровень, и нам надо закрепиться выше него. То есть это отношение эфириума к биткоину. Если этот график растет, значит эфириум растет быстрее, чем биткоин. Его лучше смотреть на более глобальном таймфрейме, неделька. Мы видим, что мы пришли к трендовой, которая построена с 2019 года, вот это вот трендовая. И мы сейчас как раз таки вернулись выше нее. Нам нужно закрепиться здесь, чтобы продолжил эфириум рост свой дальше. Тогда у нас будет эфириум угонять биткоин. Видите, как сами, что биткоин у нас там чуть-чуть вырос, эфириум на 3,64%. Естественно, на графике это вот отображается, чтобы мы понимали, где мы сейчас находимся. То же самое было в 2019 году, то есть эфириум начал постепенно восходящую тенденцию по отношению к биткоину, и потом прострел. То же самое, закругление идет, хаилы повышаются, прострел. То же самое, что сейчас на альтах на многих. Здесь, допустим, это заняло меньше времени. То есть у нас произошло закругление, у нас уже лоу не обновился, постепенный рост, прострел. Коррекция, прострел. То есть, ну, вот здесь вот то же самое. Закругление идет, прострел. То есть, вот эти закругления, смотрите их на графике. Это, ну, максимально, как бы, ну, любой новичок это видит. Ну, тут нет ничего какого-то сложного технического анализа. Если идет у нас закругление на графике, вероятнее всего, если мы этот лоу не обновляем, вот эти вот лои не обновляем, все, дальше у нас будет рост. Но как бы все равно котлетить не стоит, это крипторынок, ребята, тут очень много всего может произойти. И давайте разберем факторы, которые нам говорят о том, что рост крипты просто будет в какой-то нереальный. Буквально вчера приняли 3 закона основных. Один, который запрещает CBDC, то есть создание цифрового доллара, полного контроля доллара государством, чтобы государство могло управлять вашими деньгами, назначать вам деньги только на питание, только на жилье. То есть вот этого не будет. Сейчас CBDC вводят во многих странах, там Китай, Россия. Там полный контроль будет, все ваши деньги, все транзакции будут полностью прозрачны. Понятно, что банки отчитываются, но с CBDC теперь у вас вообще никакой личной жизни, скажем так, не будет. Вот, но в США это запретили, сказали no CBDC, все, подписали закон, нахер это надо. И также ввели еще 2 закона. Теперь Палата представителей приняла законопроект о структуре крипторынка и направила его в Сенат. Первый – это единая нормативная правовая база для цифровых активов США. То есть у нас будет создана правовая база, которая будет говорить, что вот такие-то активы, они принадлежат к этому сектору, эти регулируются тем-то. То есть у нас создается правовое поле, что не хватало крипте для того, чтобы она росла. Потому что некоторые инвесторы боятся, что там криптоскам, туда-сюда, а если нас там обманут. Сейчас это все вот регулируется. Да, та самая децентрализация уже постепенно уходит из крипты, идет централизация. Сейчас мы с вами дальше дочитаем, там уже будет полный контроль. Но в любом случае этот контроль, эти правила, они дают новую ликвидность, потому что инвестора уже не боятся заходить. Они понимают, что они защищены, у них есть такие права, такие обязанности, и то, что с ними будет все хорошо с их деньгами. Поэтому они заходят в крипту. И это даст новый приток ликвидности. Также у нас теперь SEC и CFTC будут регулировать разные области. SEC будет контролировать выпуск и привлечение капитала, а CFTC отвечает за регулирование цифровыми товарами. То есть SEC уже от цифровых активов немножко так оттянули, и теперь этим будет заниматься CFTC. Они у нас более лояльны к криптовалюте. Теперь вот полная прозрачность криптопроектов, информация о своих цифровых активах. Но опять же, это все для США, то есть это не во всем мире, это только для США. Но во всем мире, скорее всего, то же самое будет происходить. И Европа потом потянется, разные другие СНГ страны. Появится юридическая возможность официально запускать токен-сейлы. То есть с помощью регулирования SEC будет контролировать все эти токен-сейлы. Компании, торгующие цифровыми активами, обязаны регистрироваться в CFTC и соблюдать соответствующие правила. Ну, это, естественно, чтобы обеспечить защиту инвесторов и создание условий для развития криптоиндустрии США. И следующий закон Genius, он тоже очень важный, очень прям его все ждали, и, пожалуйста, его продвинули, и скоро его отправят на подпись Трампу. AML KYC, то есть нужна будет верификация для того, чтобы пользоваться криптовалютой там на биржах, там еще где-то, даже, скорее всего, на DEX-обменниках это могут вести, чтобы бороться с отмыванием денег и идентификацией клиентов при крупных транзакциях. Заморозка транзакций, то есть Минфин США получает полномочия блокировать USDT Tether, как вы знаете, может заблокировать ваши USDT кошельки, если вдруг вы занимаетесь какими-то черными делами или получили черный USDT.
Поэтому да, USDT и в принципе USDC тоже, они могут блокировать ваши стейблы. Но опять же, если вы занимаетесь какой-то чернухой, если вы обычный житель, то вам это не грозит. Разделение надзора. Эмитент стейблкоинов, капитализация до 10. Ну, короче, тут будет надзор еще. Разные федеральные органы будут по-своему там регулировать разные отрасли. Резервы, это тоже очень хорошо. Теперь все стейблкоины обязаны отчитываться и держать резервы наличными, депозитами или гособлигациями США. Это тоже как бы дает больше доверия крипты и дает больше притока ликвидности в рынок. И еще один супер важный закон, который вчера подписали. Дональд Трамп готов открыть рынок объемом 9 триллионов для криптоинвестиций. Сейчас у нас рынок 3,8 триллиона, там 3,9, около 4, да? А тут 9 триллионов поступит в крипторынок, вы понимаете? Это в 2 раза больше, чем наш рынок сейчас. И, естественно, что это деньги не сразу потекут, это нужно время на это. Но это огромный приток ликвидности. Вы, даже представить не можете, сколько это 9 триллионов. Это просто такой масштаб, ждет нас в ближайшем будущем. И то, что на дистанции будут расти сильные активы, типа биткоина, эфириума, в этом вообще нет никаких сомнений. Да, какие-то монеты, они там соскамятся, уйдут, проекты там забудут про них. А те единороги, которые выживут, которые делают реально какую-то экосистему, какой-то полезный продукт, они выживут и будут расти на дистанции. Теперь у нас рынок криптовалют превращается не просто в какую-то казиношку, а это уже такой как бы фондовый рынок на максималках, который торгуется 24/7 и которого больше волатильность. На этой неделе президент подпишет указ, позволяющий добавлять криптовалюту в пенсионные планы граждан. И у нас реально очень много бычьих новостей, и до сих пор у нас крипторынок отстает. У нас эфириум просто нереально покупают, идут притоки ETF, всякие фонды накапливают, да привлекают еще ликвидность инвесторов, чтобы покупать эфириум. То есть у нас идет просто тотальный скуп эфириума, потому что у нас эфириум крайне недооценен по отношению к биткоину. Биткоин уже сильно накачали, а вот эфириум его еще даже не накачали, потому что он даже не на хаях. Поэтому все только начинается. Опять же, давайте посмотрим на рынок криптовалюты Total график. Это получается общая капа рынка. То есть тут не все альткоины, тут большинство альткоинов, скажем так. Если взять все, около 4 триллионов мы где-то здесь будем. И мы сейчас двигаемся в таком восходящем канале. Опять же, у нас еще есть трендовая, которая у нас идет с 18 по 21 год. Опять же, если придет 9 триллионов, если вообще, в принципе, приток ликвидности, он будет в любом случае в крипторынок, потому что регуляция есть, все там максимально, Трамп про криптовалюту, максимально идет пуш крипты, законы принимаются, если ставку еще будут понижать, то есть денег будет заливаться в систему просто огромное количество. Денежная масса М2 в США растет. Это все приток ликвидности. У нас реально столько денег в экосистеме, вообще в принципе в системе двигается. И часть из них будет, естественно, идти в криптовалюту, тем более с новыми законами. Поэтому вот эти все трендовые каналы, они вероятнее всего пробьются, и мы улетим куда-то вот сюда вот. У меня вообще такая хорошая цель на этот альтсезон, на этот бычий рынок. Это 8-10 триллионов долларов по всему крипторынку. Это будет очень вкусно. Это альткоины взорвутся, некоторые там на 50, на 100 иксов. Какие-то там дадут 10-20, какие-то 5-3 икса дадут. Но в любом случае рынок весь вырастет, потому что будет огромный приток ликвидности. Если даже посмотреть Total 3, это уже за исключением BTC и эфириума, то мы даже не на хаях. Мы даже не на хаях 2021 года. Мы до сих пор еще отстаем по альтам. И прямо сейчас мы находимся в зонах накопления. У нас только начинает формироваться закругление. То есть еще впереди очень бурный рост. И еще ничего не потеряно. Если вы до сих пор не сидите в позициях, опять же, не финансовая рекомендация. Лично я свой портфель уже давно накопил. У меня портфель уже в плюсе на 15%, потому что я постоянно усреднялся и откупал каждую коррекцию. И плюс я некоторые альткоины добирал на вот этой вот коррекции. Вот, допустим, Онда, я брал Онда, у меня средняя 0,8, да. То есть я докупал, вот когда была такая коррекция, вот здесь вот я докупал, здесь я докупал, и у меня средняя 0,8 сформировалась. Вот, у меня Онда сейчас торгуется в плюсе. И многие альткоины, они до сих пор еще не показали свои иксы. Поэтому, ребята, еще не поздно заходить. Это, опять же, не финансовая рекомендация, лишь то, что делаю я. Я свои альткоины удерживаю. Мои цели по моему портфелю это около 10 иксов. С текущих 10 иксов мне будет вполне достаточно. Это будет такой неплохой капитал для того, чтобы его разместить и дальше начать себе стабильно зарабатывать не только на крипте, но и на каких-то пассивных доходах. Поэтому каждый ставит свои цели. Когда выходить, я вам постараюсь намекнуть. Пока что еще рано выходить, потому что у нас еще бычьи факторы не отыграли. У нас реально огромный приток ликвидности. У нас биткоин даже от денежной массы М2 отстает. Поэтому, для меня, по моему ощущению, что мы еще вот только в начале. Возможно, да, биткоин там еще вырастет чуть-чуть. У меня, опять же, была цель 120 тысяч по BTC на этот цикл. Но вот эфириум и альткоины, они сейчас крайне недооценены, и я думаю, что они еще свое покажут. Также, кстати, еще такой вот вам, не знаю, не совет, что можно сделать, это вот взять какие-то инвестиционные лонги, допустим, очень длинные лонги. Вот, допустим, Solana взять, это токен, который тоже добавляет всякие резервы. Про Solana, думаю, все знают. Поэтому этот токен тоже на дистанции будет расти. Вероятность, что он обновит АТХ, очень высока. Поэтому можно взять какие-то такие лонги инвестиционные с небольшим плечом, с стопом за лоу последний.
в надежде на того, что он не обновится, опять же, у нас идет закругление, и продолжением роста на обновление ТХ, то есть поставить тейк сюда и там, ну, несколько тейков раскидать. Следующий тейк, там, допустим, на 400 баксов. Таким образом, вот риск прибыли 4%, да, очень вкусненько, вкусненько, вкусненько. И такие вот инвестиционные лонги можно брать по разным альтам, допустим, BNB-шка, то же самое. По BNB-шке пробили очень важный уровень, и мы постепенно идем в рост. И вероятность, что BNB-шка дальше вырвется, очень высока. У нас даже какая-то чашка с ручкой, так, чашка, здесь вот ручка, ну, такая кривая немножко, и, возможно, мы дальше улетим куда-то сюда вот на $1000. Все может быть, ребят, все может быть. Опять же, у нас тот же XRP, огромный альткоин с большой капитализацией, недавно обновил ТХ. Почему не может другой рынок обновить? Вот, пожалуйста. У него капитализация, я уже не помню, не буду смотреть, не помню, очень большая, но при этом токен вот такие вот дает палки. Поэтому капитализация, она ничего не значит, это просто вода и пыль. Поэтому я жду роста очень мощного, моя сумка заряжена. Что делаете вы, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Также напоминаю, что у меня закрытое сообщество криптобаза. Здесь мы торгуем, даю сигналы по трейдингу практически каждый день. Очень люто рынок наказываем, забираем прибыль. Поэтому те, кто хотят торговать, залетайте сюда. Есть база сливов с приватных сообществ, то есть что делают блогеры в других своих приватках. Есть вкладочка инвестиции, там я рассказываю, что я покупаю, что я делаю с своим портфелем. Есть вкладочка спот трейдинг, там даются мемкоины. Есть вкладочка DeFi, я там рассказываю про стейкинги, пулы и прочее. Есть сливы курсов, здесь находится огромная база платных курсов, более десятка тысяч долларов вот курсов здесь накуплены, это все платные курсы от блогеров, от трейдеров, поэтому тоже можно выбирать себе, обучаться. Вкладочка образования, там полезные статьи и видео по криптовалюте и много другое, поэтому те, кто хотят зарабатывать в крипте, залетайте в криптобазу по ссылочке в описании. Ну что, такой видос получился? Обязательно подписывайтесь на тележку, на мой YouTube канал, чтобы не пропускать топовую информацию. Также залетайте в плейлисты, у меня есть видео для новичков, если вы только пришли в крипту на росте, то у меня есть видео для новичков, полезные видео для новичков, 67 видео, посмотрите их, там очень много полезной информации по рынку, как анализировать, как торговать уровни, что смотреть, на что обращать внимание, поэтому залетайте. Вот, также у меня есть про альткоины много видосов, тоже можете посмотреть, смотрите мои прошлые видео, но мы с вами увидимся в следующих видосиках, всем пока!